Я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили о том, с чего вообще все началось, почему появилась вот такая новая парадигма. С изумлением, глядя на плоды абсурда, в том, что называется социальной реальностью меня окружающей, я в конце концов начал задумываться для самого себя, размышлять. Я пришел переосмыслить совместность, как совместность — это совместное делание чего-либо. То есть совместность — это процесс все-таки? Совместность — это, безусловно, процесс, в котором участвуют двое. Я и еще кто-то, как минимум. Минимум. Двое, да. Без этого есть только я, мне отлично, хорошо. Вот. И так прекрасно, да. То есть зачем мне другой? Вот. И я попытался осмыслить это просто как инженерную задачу в самых элементарных актах. Почему? Потому что в такие времена очень актуально для себя я посчитал переосмыслить основные ценности, которые лежат в моей личной готовности или неготовности к совместности с другим или другими. Да? И, соответственно, попытаться отнестись к этому как к инженерной задаче. Почему из такого простого вопроса получилась целая большая инструментная теория? А потому что самое сложное — это понимать самое простое. Вот. И поэтому вот так и получилось. На самом деле ничего сложного в этом нет. Вот. И ничего нового в этом нет одновременно. По той простой причине, что я как бы описываю то, что я уже понимаю. То, как живешь сам, как я понимаю, то, что для меня желанно и так далее. То, как я это понимаю, отношусь. Только в элементарных актах взаимодействия, рассматривая... То есть ты разложил это на самые элементарные части. Элементарнее нет. Почему? Потому что они определяют смысл всего остального. Вот если это не определить, то тогда тот уровень понимания всегда оказывается на том уровне обобщения, на котором я мыслю. Да, вот если я целыми днями мыслю, как мне снискать хлеб насущный, то я забываю, что не хлебом насущным. Понимаешь, в чем дело? Просто так, это специфика мышления. Вот. Мы об этом поговорим, но на самом деле вот примерно вот так оно так устроено. Да. Почему оно кажется много? Потому что контекста много. Почему много контекста? Потому что на самом деле в парадигме содержится способ мышления о себе в совместности с другим, способ взаимодействия, вытекающий из этого мышления, да, и инструмент организации того, что сегодня не организовано. Почему? Потому что там логически вытекают один из другого для меня понятные выводы, и, соответственно, она целостная становится. Вот когда она содержит в себе все эти понимания, мы можем говорить, что есть целостная модель. То есть избыточное понимание. Все, что можно, мы можем объяснить этой моделью. Все социальные процессы, все психологические процессы, весь абсурд, который происходит. Но мы говорим исключительно о взаимодействии. Мы говорим исключительно о взаимодействии. Дело в том, что если мы вообще говорим о мире, то мы можем говорить только о социальном мире. Потому что мы социальны, и мы обусловлены этой социальной реальностью, и мы можем говорить только о ней. Потому что если я один, я говорить ни с кем не буду. Сам же с собой я не буду говорить, я же не сумасшедший. Правильно? Кто-то там нас учил выключение внутреннего диалога. А я не знаю, кто вас учил. Мы в позитивистской парадигме мыслим, а позитивистская предполагает логику доказательной. Больше она ничего не предполагает. Она не отрицает существование потусторонних сил. Но при этом говорит, что пальцы в розетку нельзя засунуть, потому что ударит током. И это подтверждается статистикой, на которую любят ссылаться многие наши мыслители и мудрецы. Значит, соответственно, вот такой вот ответ на этот вопрос. И все. Давай, наверное, пройдемся теперь по основным понятиям, которые включают в себя теория
это не теория, это система описания. Система Потому что на описания, самом да. деле все, о чем мы можем говорить, это те или иные системы описания, которые мы используем для получения переживаний, сопереживания общего смысла. Вот. Поэтому, соответственно, терминология, как основа любой системы описания, она должна быть, безусловно, заявлена. Но терминология вытекает из системы описания. Поэтому мы будем одновременно говорить о системе описания. Ну да, давай как бы начинать, и как только у нас появляется какой-то... Мы уже об этом на самом деле и говорили. Итак, начинаем с одной простой вещи. У меня может быть два вида, да, и два типа этой совместности с другим. Да. Два вида – это смысловая совместность. Вот когда мы через сопереживание общего смысла находим взаимное понимание, чего бы то ни было. Оно как бы нематериально, то есть мы можем любить вместе Аллу Пугачеву. Да, и радоваться безумно, и как бы это вот та смысловая совместность, которая не затрагивает никаких наших свобод, мы только меняемся дисками, там, друг другом сорадуемся, да? Да. Вот. А есть конструктивная совместность. Например, если нам надо, дрова у нас закончились, и нам надо дрова достать, значит мы, соответственно, оно превращается в набор, как это делать? набор, да, наших намерений, как мы это будем делать, а потом кто за что отвечает, и потом в результате у нас получается нечто. Вот. Значит, соответственно, по типам совместность делится на принудительную и паритетную. Так можно называть. Почему? Можно разделить на два варианта. Два типа. Два типа. Их можно. Третьего я не вижу. То есть, если это совместность, да, какая бы она ни была, смысловая или там конструктивная, разницу ты понимаешь, да? Вот. Есть принудительный тип совместности. Это когда в стремлении достичь желаемого я посягаю на свободу другого против его воли. Вот. Это принудительная совместность. Она же предписывающая, она же там указующая, регламентирующая, и все вытекающее из этой всей вещи. И второй тип совместности – это паритетная совместность. Паритетная совместность, когда взаимодействие с другим, не нарушая границ его свободы, но оперируя только вот какой-то такой зоной безущербности, я не знаю, как это назвать, в границах личной свободы другого. И в границах своей личной свободы. То есть дрова нужны обоим. Дрова нужны обоим, кто-то должен поднять свою жопу, поехать самое, как бы он знает, зачем он это делает, это не против его воли, это для чего? Для смысла нашей совместности. А смысл заключается в приумножении общего блага. А благо это то, чему рады все, то, чего никому не вредит. Вот если мы купим дрова, тот, кто продает дрова, благо получит? Конечно. Получит. Мы получим благо? Получим благо. Ну и все прекрасно. Вреда нет никакого. Я утверждаю, что желанный для меня тип совместности с другим, это именно паритетный. Почему? Потому что он соответствует моей внутренней истинной природе. Почему он соответствует? Потому что она не желает другому зла и себе ущерба. Почему? Потому что источник моей истинной природы – это безусловная любовь. Как преодоление жизни над смертью в самом верхнем пределе. Есть жизнь и смерть. Преодоление не жизни жизнью – это и есть проявление безусловной любви, которая во мне присутствует изначально, давая мне радость осознания собственного существования как такового. Вот в самом маленьком детстве, когда я не обусловлен. Ничего не существует, и я уже понимаю, что я есть. Уже есть я, да? Да, и я есть. И я от этого радость. Вот это эталонное переживание радости собственного существования, на самом деле, как естественного состояния радостного переживания истинной природы человека живущего. Из этого вытекающее желание быть в паритетной совместности, как соответствующей моей истинной природе, в совместности с другим. То есть это оперирование в границах моей безущербности. То есть я как бы, мне жертва не нужна. А тебя, вот если ты мне скажешь, я пойду сейчас вообще дрова положу на дрова доставлю. Да. Я скажу, не надо. Не надо. Вот, дрова без нужны дров. просто, Да, без дров не надо уже. Таким способом нам не надо дрова. Вот и так далее. Мне не нужна твоя жертва, я тоже тебе свою жертву не собираюсь никаким образом приносить. И именно мне без тебя хорошо. Не нужно. Эта жертва не нужна, потому что она не требует взаимной жертвы. Правильно? То есть в этом и смысл. Смысл одной жертвы
всегда в требовании другого. Требования другой, да. Да. Вот. И говорят, жертвенностью побеждать проще, чем умением. Вот когда я понаблюдал это, все, то, что я видел, слышал и понимал, вот тогда мне стало жутко, вот, потому что я все-таки считаю, что умением правильнее, чем жертвенностью. Вот. Хотя проще. Вот так. Значит, исходя из того, что желанная для меня совместность паритетная, я живу таким образом, окружая себя Такими же, которые не желают себе ущерба и мне вреда. С этим... хотя бы, как минимум. Нет, и как минимум, какой мне смысл дальше, если этого нет? Как бы, ну, это естественное стремление, потому что, ну, что мне напрягаться, вот если я у себя дома сижу, я кем себя окружаю? Тем, кто хочет мне разбить нос, например, ну, нет у меня какого-то желания, то есть я вменяемый. Я хочу такое, я хочу там сорадоваться уникальности другого, я хочу через его уникальность новый смысл какой-то понимать и так далее. Я хочу вдохновляться через уникальность другого. Это абсолютно естественное, нормальное желание. Одновременно с этим я нахожусь в другом типе совместности, в принудительной, которая начинается вот аккурат за заборами пространства, где мы сейчас находимся, защищенные стены. Потому что нас никто не побеспокоит, и мы можем радоваться в безопасности общения друг с другом. За забором другой тип совместности. Совершенно другой среды. Да, откуда он взялся? Я начинаю задумываться над тем, откуда он взялся. Вот. И понимаю, ну ладно, вот маленький я был, вот это переживание радости я переживал, а потом я начинаю взрослеть. Взрослеть, появляется мир имен и форм, потом появляется через воспитание представление о переживаниях, связанных с моей моделью социального поведения. Очень простая история. Мне рассказывают, что если ты будешь так делать, то будет то. Если ты будешь так, то будет то. Формируется представление о переживаниях. Дальше, по мере моего взросления, я сталкиваюсь с социальной реальностью. И те из тех представлений о переживаниях, какие-то совпадают, они формируют мое типологическое поведение в любом другом аспекте и контексте, следующий по жизни. Больше мне ни к чему привязаться не удается. Потому что, по сути, моя необусловленная реальность – это чистая радость от осознания собственного существования. А все обусловлено только в форму ума, которые берутся как набор нейронной связи, в которой прописывается мой личный опыт, больше ничего. Если в образовании… Цепочка мыследеятельности занимает правильно, место, да. То есть которое уже занято. И ты вынужден действовать согласно вот нет, ты все, что происходит, все, что возникает, ты автоматически, ты только через это воспринимаешь. Потому что ты истинный, это же не твой ум, это то, что может интерпретировать. Вот. И только ты это и есть. А остальную тебе картину мира дает ум. И в нем ты видишь ровно то, что в тебе содержится, как в зеркало. Потому что иначе там нет ничего. Окей. Короче говоря, смотрим дальше. Значит, то есть меня чему учат в школе учат? Учат меня, что надо быть первым, что надо быть лидером, что жизнь борьба, что бывают плохие люди, а вообще люди хорошие все. Но бывают очень плохие. Но поэтому надо заниматься карате и быть всегда настороже. Почему? Чтобы защитить девушку, в том семью, мать, хватить оружие, забить врага и так далее. То есть есть какие-то на уровне фантомных переживаний, есть какие-то обязательно всегда враги, против которых ты должен всегда сражаться. Готов быть всегда. Да, всегда готов, как тебя. Дальше я выхожу на улицу. И все, да, параллельно мне говорят, что надо людям помогать, надо быть добрым, надо быть хорошим, надо там делиться, надо вместе это самое, да, и как бы, ну да, ты понимаешь, так оно и есть. Вроде как хорошо. Ты в счастливой семье, допустим, родился, слава богу, да, то есть ты видел, что все хорошо, нормально, все и тут ты начинаешь сталкиваться с социальной реальностью, и тут ты начинаешь которые такие же, как ты, раньше научены этим же процессом. собирается в общую стаю, и начинается вот то, что называется дарвинизм, зоопсихология. То есть они начинают соревноваться в собственной безнравственности. Почему? Потому что в результате побеждает именно тот, у кого напрочь отсутствуют хоть какие-то границы норм цивилизованности. Именно так. Да, абсолютно правильно. Прекрасная история.
я сталкиваюсь с тем, что есть, это формирует меня такого, Подтверждает, есть, и делает меня уже неврастенником автоматически. По какой причине? Потому что это необходимость, которая требует моего поведения, растождествляющего меня с моей истинной природой, приносит мне страдания. Потому что страдание, причина страдания, это не желание как таковое. Без желания вообще ничего не было. Слава Богу, что у нас есть желание. Так бы мы висели просто, как у Пелевина, знаешь, подвешенные. Желание – это естественный вектор вообще... Функция человека. Ну, я не знаю, все-таки это не... Слишком большое. Да, это отдельная история, это трансцендентное понятие, это не понятие, которое можно поэтому обобщить. Вот тут такая вещь. Причина страданий – это пути достижения желаемого. И вот когда этот путь достижения желаемого для себя связан с насилием над другим, это приносит мне страдания. Естественно, потому что ты вынужден становиться насильником. Да, или жертвой. И если я не стану, да. Что, в общем-то, да. Однозначно не лучше. Еще раз, вот здесь мы сидим в паритетной совместности. Ни я не насильник, ни жертва, и ты не насильник, ни жертва. Мы по доброй воле собрались, радуемся общей радости. Да. Если думаем о чем-то конструктивном, то не для того, чтобы у тебя что-то я украл, а ты у меня что-то. А наоборот, делать что-то совместно, получил результат. Взаимодополнить друг друга в том, что есть излишек у каждого. Откуда берется излишек? Излишек берется у вменяемого человека от того, что он, занимаясь тем, что любит, всегда из себя выдает больше, чем ему надо. И так устроен человек. Потому что его уникальная обусловленность, она и дает ему возможность уникального какого-то предназначения. Это в нем содержится. В силу специфики того, как он сформирован. Один вот это любит делать, если он с собой знаком. Если человек с собой не знаком, то это другое. Да, это Феликс Шмидт этим занимается. Кстати, Феликс очень рекомендую. Книги всем подарил. Нет, это вот в частности. Вот если говорить о принудительной совместности, исчерпывающая методология осмысления властного типа воли, который присутствует всегда в принудительной совместности. Потому что ты одновременно жертва и насильник. Одновременно. По отношению к кому-то ты насильник, а по отношению к кому-то ты жертва. Другого там нет варианта. То есть ты не можешь там стать белой и пушистой. Поэтому, когда нет, ты можешь, но это тебя научить из социального общения. Еще раз. Да. Какой вывод из всего этого? Да очень простой. Что на самом деле я живу одновременно в расщепленном сознании, вынужденно находясь в необходимости, которая охватывает все аспекты моего существования. Все, что мне не нужно, товары, услуги, все, что обеспечит мой комфорт, покой и ту желанную для себя жизнь, которую я хочу видеть, в совместности паритетной с другими, требует от меня растождествления со своей собственной природой, с одной стороны. А с другой стороны, я прячусь вот в своем пространстве, окружая себя себе подобными и так далее, с ними взаимодействую. Парадокс в том, что это взаимодействие оказывается очень эффективным. Почему? Потому что у нас нет издержек в этом взаимодействии. Почему у нас нет издержек? А у нас бессмысленного никогда нет. То есть мы всегда находим рациональное решение, оно рационально всегда для всех, потому что все... И нет необходимости думать о борьбе. О какой борьбе можно думать, если ты хорошо рисуешь стул, а я хорошо, допустим, слесарем работаю? Это может только обрадоваться такому прекрасному стечению обстоятельств, потому что ты нарисуешь кайфовую вещь удобную, а я его скручу, чего ты не умеешь. Все, возник новый value, новый какой-то смысл, который приносит пользу. Результат готов? Пользу, благо приносит. Вот и все. Создается новое, создается удобное, все, что увеличивает свободу человека, который ограничен в телесном просто по его рождению, по факту его рождения. Все это есть чистое благо. Все, что дает знания, все, что побеждает... Есть такое выражение, что зло – это нарушение свободы выбора. Слушай, туда ходить не буду. И что вот эта раздвоенность вот этих состояний, то есть я желаю быть вот в такой обстановке всегда, и одновременно я нахожусь в состоянии вечной борьбы и вечного сопротивления,
что бы я ни хотел. Вот что бы я ни хотел сделать для блага, я всегда встречу сопротивление. Принудительная совместность. Потому что там нет понимания общего блага, там понятие общего блага сильно завязано на личный интерес. А личный интерес – это суть властной природы воли, эгоцентрическая, которая готова тебе подавлять твою волю ради собственного. А вот если у тебя вкусного интереса и... Но личный интерес в широком контексте. В самом широком контексте. Хорошо, Это стремление к желанному для себя. Вот лучше так всего сказать. Стремление к желанным для себя переживаниям, с чем бы они не были связаны. Вот это личный интерес. Вот это то, что движет. Все. Любые. Вот что хочешь. Ты футбол любишь. Почему человек не понимает общего интереса, не воспринимает? Да потому что он так обусловлен. Нет такого человека. Во-первых, нельзя говорить о людях в общем. Потому что мы понимаем, что природа каждого божественно прекрасна, у него разная уникальность вследствие его различной обусловленности. Вот. Что изначально все нормальные, кроме душевно больных, как нравственных идиотов, ну это к врачам. Вот. И что на самом деле, как правило, все мудрецы всегда говорили, основа всего это страх, невежество и гордыня. Вот эти три составляющих, и они порождают плоды в виде того абсурда, который на самом деле и мною наблюдается абсолютно очевидно. То есть я наблюдаю полную утрату целеполагания общественного сосуществования как такового. Я наблюдаю тотальный коллапс инструментов управления обществом, то есть институциональных вот этих они потеряют актуальность сегодня уже. Они просто очевидно математически не в состоянии реагировать на вызовы, те, которые сегодня происходят. А глобальные вызовы, которые есть, там, бедность тотальная, экология, там, все 5-10, теракты, вот это то, что оно не может оно функционировать. Почему? Потому что коммуникации создали уже горизонтальных связей гораздо большее количество, чем вот пока эта информация пройдет наверх, вы проанализированы, примется решение, она спустится вверх. В общем, это все, это отстой, это паровая машина. Очевидно, математически. Да, но вот мы двигаемся как бы дальше. С принудительной совместностью я предлагаю закончить по причине следующей. Это глобальная обусловленность всего общества. Под обществом я подразумеваю англосаксонскую, иудохристианскую, позитивистскую цивилизацию. Я вот только это общество имею в виду. Всегда, когда я говорю. Когда еще там в племенах... Я ничего друг мой, послушай, мы живем одновременно в таком количестве реальностей, что реальность индуса, шиваита, понимаешь, и реальность твоя, это, абсолютно две разные реальности. Но парадокс в том, что он хочет... И он вынужден жить в этом же... Причем он вынужден, он так обусловлен, ему так все кайфово. У него свои кайфы. И хочет он точно того же, что и ты. Он хочет, знаешь чего? Мира, благополучия, самореализации в твоей собственной уникальности, да? Он не хочет бессмысленного, потому что это отнимает его время жизни там, и так далее и тому подобное. Потому что все одинаковы. Кто нормальный, кто себе вреда не желает. А кто себе вред желает, это, пожалуйста, к врачам. Властный тип воли, который является доминирующим, естественно, в принудительной совместности, потому что даже жертва, насильник всегда по отношению к кому-то. Это, еще раз говорю, абсолютная методология осмысления того, как все устроено, из чего вытекают инструменты, позволяющие смещать там точки внимания, вот это, там детерминированные получаются поведенческие модели. Именно ограничение властной природой специфики сознания конкретного человека, вот желание контроля, желание властвовать, желание распространить свою власть на как больше может массу и так далее, она же его и ограничивает. То есть он считает до каждого шага, это и есть его ограничение. Он закован вот этим представлением. Мы рабы форм ума. Для того, чтобы можно было это осмыслить, надо хотя бы посмотреть на это таким образом. Что такое реальность, как она у меня возникает, что происходит, когда
возникают какие-то обстоятельства, как я их анализирую и так далее. А я на самом деле нахожу над всем этим, потому что я этому смысл придаю. Потому что он мне только говорит, это для тебя выгодно, это невыгодно. Вот. А смысл этому всему придает, наверное, то, что у индусов называется разум. То, что выше ума. Но мы туда тоже не будем лазить, потому что мы говорим об абсолютно конкретных инженерных вещах. Итак, принудительная совместность. Читайте Шмиделя. Паритетная совместность, которая желанная, это то, что Лев Толстой называл счастливая семья. Вот посмотрим, а какая экономика в счастливой семье? Какой элементарный акт в паритетной совместности между двумя субъектами? Давай поговорим об экономике. Вот про экономику.